Всем привет! В этом ролике мы посмотрим с вами на новый Descartes Live Pro 2.1, масштабное обновление, полный список вы можете увидеть уже на GitHub, но я рекомендую досмотреть вам это видео до конца, чтобы вместе со мной разобрать все по полочкам. Новая работа с API-ключами, новые функции и фичи. Все, поехали смотреть! И вот мы на GitHub, в разделе релизов вы можете посмотреть полный список обновления версии 2.1. Здесь также вот на скриншоте представлено то, как это выглядит, но мы сейчас сами разберем это все прямо в видео. Ну что, давайте запустим софт Descartes Live Pro 2.1, нажимаем, теперь перед нами открывается вот такое вот окно. Интерфейс стал более компактным, теперь вы можете растянуть его так, сузить, можете проскроллить здесь. Идеально впишется в ваш ноутбук, любой экран, если у вас какое-то низкое разрешение, теперь это никакая не проблема. А далее что мы видим? Здесь мы видим то, что все готово к работе и какие изменения в софте появились. Но основное это появился менеджер API ключей, теперь вы можете нажать на него и здесь добавить не один ключ, а добавить целых 4 ключа. Для чего это нужно? Я думаю, многие уже понимают, для того, чтобы автоматически переключаться между различными API ключами, которые вы сюда добавите. Далее здесь вы видите раздел мод. Что это такое? То есть мануал это ручная, так скажем, переключение ручное API ключей просто здесь. А если вы нажмете авторотация, то ключи будут автоматически переключаться через каждые 7 минут 30 секунд после того, когда вы нажмете кнопку старта. Также здесь мы видим нововведение по моделям, у нас в принципе осталось то же самое, но качество сейчас стало намного лучше, это можно заметить во время запуска какого-либо видео. Также теперь, если вы нажмете без картинки Start Live, то вы увидите следующее окно. Перед вами сразу откроется окно браузера, здесь вы разрешаете просмотр видеокамеры и вы сразу видите уже себя. Также вы можете записать видео себя, если вам это нужно, сохранить его, но это касается, естественно, и тех образов, которые вы будете применять. Это сделано для того, чтобы вы могли проверить, есть ли у вас вывод вашей веб-камеры в софт, чтобы не было такого, что у вас там черный экран, и вы думаете, что не работает софт, а на самом деле у вас просто нет доступа к веб-камере. Далее здесь вы видите, сразу идет, значит, отсчет времени, и спустя это время у вас будет переключаться API ключ. Сейчас, значит, мы оставим в режиме мануал и посмотрим далее. Далее, в целом, у нас на этом все, это основные нововведения, но мы сейчас с вами рассмотрим конкретные видео. То, что я уже снял, и то, что я вам покажу сейчас в режиме реального времени, это, в общем, выглядит действительно очень интересно и круто. Ну, например, давайте протестируем на реальном персонаже и на персонаже из видеоигры, как это будет выглядеть вообще по веб-камере. Я подготовил тут несколько скинов, давайте, допустим, посмотрим, как будет выглядеть у нас Данте из Devil May Cry. Нажимаем запустить, разрешаем. И все, и сейчас перед вами будет изображение. Также хочу заметить, что вот некоторые говорили, а как мне убрать вот эту вот кнопку рекординг видео. Все очень на самом деле просто. Вы можете вот так вот менять экран. И если у вас, допустим, вот так, то здесь кнопку видно, но вам стоит просто растянуть окно, и все, кнопки уже не видно. Также вы можете записывать видео. Эту функцию, я думаю, вы уже видели на GitHub. Как только вам нужно закончить остановку видео, вы просто нажимаете стоп, и тут получаете ваше изображение. Ну и естественно в режиме реального времени все это вы можете транслировать в любые приложения, там Telegram, WhatsApp и так далее. Вот так вот выглядит Данте. Давайте посмотрим еще другие образы, и потом я еще вам покажу другие заготовки, которые я тоже снял. Также, если вы добавляете скин с каким-либо предметом в руке, например, вот Данте с пистолетом, вы нажмете генерацию и посмотрите на то, будет ли этот предмет в режиме реального времени, то естественно он будет. И вот это выглядит вот так. Вот так вот это работает. То есть все это, естественно, есть. Ну а это Райан Гослинг, знаменитый мем, лицо знаменитое мема. Знаете, можно даже сделать так, что Райан Гослинг улыбнется. Что очень редко на самом деле, да, для него. Также я хочу вам показать, что все это работает вместе с NVIDIA Broadcast. Если, к примеру, я накладываю задний фон через NVIDIA Broadcast, то все это применяется и тоже будет работать в Descartes.
Вот мы видим, тут Джонни Сильверхенд появляется сразу из комнаты в Киберпанк, то есть в которой я нахожусь. Все это сделано в связке с Descartes Live Pro плюс NVIDIA Broadcast. И самое главное, те, кто, значит, верит, что НЛО существует, могу вас убедить, вы не ошибаетесь, оно действительно существует. Прямо в режиме реального времени вы можете позвонить кому-нибудь вот в таком вот замечательном облике, скинуть всю доказательную базу опубликованных документов про НЛО, и ни у кого никаких сомнений больше не будет. Ну, давайте посмотрим еще вот на такой образ, как здесь мы увидим, допустим, вот Риану, волосы. Привет. Ну, это все точно так же работает. Я думаю, если кто не видел, то есть если вы вот так вот делаете, то все это также обрабатывается. Вот такая вот интересная получается. Ну а теперь давайте посмотрим на записанные тесты. Я вам сейчас покажу и сразу прокомментирую, и наглядно вы сможете увидеть то, как выглядят различные виды скинов, различного вида и качества картинки. Давайте вот начнем с Рианны. Ну вот здесь, допустим, происходит у нас демонстрация того, как она, значит, трогает свои волосы. Здесь мы видим то, как кладется свет, как, допустим, если вот она пританцовывает, как это выглядит. Вы видите то, что количество артефактов, если ранее они какие-то были, их стало намного меньше. Качество трансляции, качество картинки, конечно, намного лучше. Ну вот, в общем, так выглядит Рианна. И вот давайте смотреть теперь на картинку второго типа. Здесь другая Рианна и другое чуть качество картинки. Здесь, то есть, так скажем, больше ставка на вот такой реалистичный образ. И вы видите то, что выглядит она уже совсем по-другому. Также вот мы видим то, что нет абсолютно никаких артефактов, когда она касается волос, либо касается даже своего лица. Здесь вот тоже она каких-то вещей касается, и абсолютно мы не видим никаких артефактов. Поэтому качество, качество стало, да, действительно еще лучше. Хотя в большей степени, конечно, это заслуга модели Descartes и то, что они делают. Далее, значит, что мы видим? Вот такие прикосновения или вот так вот. Вы видите, это все практически просто уже очень и очень хорошо выглядит. Вот здесь вот даже вот, к примеру, зубы она показывает, и все это выглядит очень хорошо. Вот, что мы еще можем сказать про это? Ну, Рианна выглядит очень реалистично. Далее посмотрим на другие образы. Здесь вот мы видим Паскаля из фильма. К примеру, здесь сразу, видите, у него в руке немножко видно, что было оружие, и, естественно, модель его дорисовывает. То есть делает она не знает какое, но она просто дорисовывает его, какое может быть оно там. Также вот Паскаль выглядит, достаточно реалистично. Более чем, хотя лучше, конечно, подбирать все равно картинки, которые, так скажем, более соответствуют тому фону, в котором вы находитесь. Посмотрим на вот реальную фотографию. Вот, к примеру, недавний победитель Лиги Чемпионов Витинья. Витинья выглядит просто как настоящий, супер просто реализм. Вот, к примеру, здесь он там пританцовывает. Вы видите движение, если добавить какой-то активности, также абсолютно мы не видим никаких артефактов, то есть спокойно он двигается, улыбается, веселится, и все это выглядит супер реалистично, когда у вас есть качественная фотография, просто вот Витинья. Далее посмотрим, значит, на инопланетянина еще, тут все вы видите сами. В общем, инопланетяне существуют, вне всяких сомнений, и это видно прямо по живой. Также хочу заметить, что в этом софте нет никаких ватемарок, водяных знаков, вы это видите наглядно. Такой вот получился вот обзор Descartes Live Pro 2.1. Если у вас есть пожелания и вы хотите увидеть каких-то других персонажей, напишите их в комментарии, и я покажу вам в следующем видео, как они выглядят в этом софте. И под конец хочу пригласить вас на свой авторский курс. Просто переходите по ссылке, особенно тех, кого интересует решение в пару кликов. Здесь вы получите полностью готовый софт последней версии, а также все сопутствующие гайды для того, чтобы успешно и эффективно этим пользоваться. На этом все. До новых встреч. Пока.